Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и продолжаем рубрику ТОП-5 советов для новичка. Вам вроде как зашла данная тема, так что продолжаем. Обо всем подробнее далее, с вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент. Поехали. И также, естественно, пояснение к данной теме, потому что можно снять одно большое видео на 3 часа, где будут все различные советы, но это будет тяжело как для съемок, так и для просмотра новыми людьми, которые приходят в эту игру. Так что, если у вас есть свои мысли касательно данного контента, если хотите что-то добавить, то пишите об этом, естественно, в комментарии, а мы продолжаем. А следующая информация для боевых пилотов. В чем прикол? Когда вы сносите щиты, начинает тикать непосредственно корпус. И когда корпус заканчивается, корабль взрывается, но еще и повреждаются модули, по которым вы попадаете. В чем, собственно, здесь смысл? Вы можете выбирать модули, по которым будет вестись огонь. Заходите на циферку 1 в раздел «Цели», когда уже выбрана цель, по которой вы будете стрелять, и выбираете здесь интересующий вас модуль, который вы хотите вынести, пусть это будет даже генератор щита, распределитель, движки и так далее. Если вы хотите это сделать не через меню, а более быстрее, то нажимаете на Y, и, видите, автоматически все это дело выбирается. Это очень удобно, когда противники довольно серьезные. Я сейчас не говорю про ребят, которые находятся в зоне добычи, они здесь обычно легкие. В основном это связано с ребятами в пиратских сигналах, точнее пиратские угрозы, и различные миссии, боевые элитного уровня, либо миссии крыла, где одна большая толстенькая-притолстенькая цель. Так что, ребята, берите это дело на вооружение. Это очень удобно. И да, чуть не забыл. Вы можете выбрать заранее силовую противника, и она может критануть, и корабль будет уничтожен, возможно, даже тогда, когда будет у него 50% корпуса. Тоже полезно. Следующее важное дополнение. Ребята, смотрите, в чем прикол. Когда вы летаете межсистемами, у вас будет строиться маршрут по определенным звездам, которые указаны в настройках маршрута. Но можно сделать таким образом, что звезды, которые будут в вашем маршруте участвовать, будут исключительно те, от которых вы сможете заправляться. Это очень сильно вам поможет при дальних перелетах. Как это работает? Мы должны зайти в меню, далее в карту и класс звезды. И выбрать следующие. O, B, A, F, G, K, M. Остальные убрать и применить фильтр к маршруту. То есть каждое последующее наше перемещение будет на топливной звезде. И вы не останетесь без топлива. Это очень важно для исследователей, чтобы как можно быстрее отлететь от пузыря и там уже через выгодные маршруты непосредственно сканировать системы. Для пилота на боевом корабле это может тоже хорошо сыграть. Если вам нужно будет перелететь там, допустим, 100 световых лет, а запасы топлива вашего корабля по умолчанию небольшие, там тонн 16 или 8, не дай бог, но при наличии топливного заборника сможете данный путь преодолеть. А теперь то же самое, если у вас нету Одиссеи, то тут у нас карта галактики немножко отличается. Должны зайти сюда, должны зайти в карту, должны выбрать здесь класс звезды и поставить точно то же самое, что я вам говорил. И никаких проблем. Следующий момент, который очень важен для всех, будь вы торговец, будь вы исследователь, боец, шахтер, кто угодно. Всегда, запомните, всегда ставьте силовую А-класса, только ее. Сейчас объясню почему. Есть такой показатель, как теплоэффективность у каждого класса силовой. У А-класса это значение, как вы видите, 0,4. И это, конечно, не лучшее, что можно сделать, но тоже хорошо. У Б-класса уже 45, у С 0,5, у Д 0,75, у Е вообще единица. Что это означает? Чем меньше будет данное значение теплоэффективности, тем менее ваш корабль будет греться и быстрее остывать. То есть здесь будет и нагрев выше, и остывание меньше. Это важно. Ибо вы будете использовать вооружение и различные модули, которые будут греть ваш корабль во время стрельбы, буста, зарядки ФСД, а нагрев может повредить, да не может, а повредит ваши внутренние модули, причем все, и от этого нет никакого спасу. Ни усилитель модуля, ничего вам тут не поможет. Так что берите А-класс. Это тоже такой, знаете, более
общий совет для всех пилотов. Что у нас тут происходит? Галактические державы. Да, различные фракции, в которые вы можете вступить и по достижению определенного рейтинга получить доступ к фракционным модулям. Но это, конечно, все прекрасно. В любом случае, вам придется ждать 4 недели, чтобы получить доступ. И рекомендую заранее начать их получать, потому что я вот начал совсем недавно и, честно, об этом жалею. Есть отдельный плейлист по поводу всех этих модулей, где я их рассматриваю. Если не знаете, какой выбрать для начала, то рекомендую Icelink Dual. У нее есть призматические щиты. Они имеют больший, так сказать, объем, но более медленно восстанавливаются, но при всем при этом они вам, может быть, скорее всего, зайдут в ПВП, в ПВЕ, против таргов и так далее. Ну а так, можно еще, наверное, порекомендовать вам для начала, так сказать, имперский молот. Это многозарядная электромагнитная пушка и так далее. Ну и как все это качать, тоже имеется видео, конечно же. Теперь совет для тех, кто считает каждую копеечку. Вы можете сэкономить при покупке корабля и не только. Но нужны системы подконтрольные Ли Янг Руи. Скидон там нормальный. Сейчас покажу, как искать данные системы и корабли. Возвращаемся на наш сайт EDDB, который нам помогает в поисках. Раздел «Станции». И, допустим, какой корабль я хочу? Хочу, скажем, Анаконду. Да, я новичок, я накопил на Анаконду, могу себе позволить ее купить, но хочу купить со скидкой. Нету ни торговой элиты, ни какой-либо еще. В разделе Powers ищем Ли Янг Руи и систему, от которой мы будем это дело искать, допустим, Sol. Почему бы и нет, это наша солнечная система. Find Station, и вот оно пошло. Расстояние до системы, расстояние в системе от звезды до, собственно, станции, и лендинг пад. Но, естественно, если Анаконда, то лендинг пад будет L. И показано название системы и станция, либо наземный порт. Наземный космопорт, точнее. Тут вот есть отметочка об этом деле. То, что это планетарная станция. Надеюсь, все понятно. А у меня на этом все, друзья. Всем спасибо, что смотрели, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно Light Dangerous, друзья, которые я для вас отснял. И там уже давно пройден рубеж в 5000 видео. Говорю о том, сколько отснял, чтобы вы понимали количество контента в данной игре, потому что многие говорят, что тут нечем как бы заниматься, игра пустая и так далее, они далеко не правы. Плюс, многие видосы я структурировал. Что это означает? В описании вас ждет уже 22 плейлиста. Обзоры кораблей, топы кораблей, реобзоры, материалы, данные, стражи, торгоиды, инженеры, вооружение корабельное, ручное, комбинезоны, как это все улучшать, подробный разбор различных модулей, будь тот же, я не знаю, усилитель щита, как его улучшать и прочее, и много чего еще полезного. Также будут ссылочки на социальные сети, такие как Instagram, группа ВК, Discord-сервер и Telegram-канал, где публикуется информация о выходящих видео непосредственно в день их релиза, друзья. Также в Телеграме и Дискорде имеются чаты, чтобы вы могли общаться друг с другом на различные темы, касательно различных игр, кооперироваться, чтобы играть хоть в CS-ку, хоть в дотку. Не осуждаю. Сам играю в различные игры, как по жанру, так и по сеттингу, что вам, собственно, и рекомендую. И еще. Моя эскадрилья получила минорную фракцию. Что это означает? У нас есть свои системы, свои станции, космопорты и так далее. Мы расширяемся. Если хотите принять в этом участие, то в описании ссылочка в Discord. Там подробные правила вступления и правила, которые у нас внутри, собственно, эскадры. Как минимум, шнуры мы не дергаем. И еще. Пожалуйста, пишите, какие игры вы хотите видеть на канале, какие обзоры, какие гайды, какие стримы. Спасибо. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель. Всем до встречи и пока-пока.